Привет! Кто помнит эти ногти, напишите в комментариях. Здесь была втирка на топ с эффектами. Сейчас будем все опиливать, но сначала, конечно, антисептик. Кстати, важная часть работы. Очень важно, чтобы мастер перед началом работы обработал вам руки антисептиком. Здесь у нас будет коррекция на гелевые типсы. Вот так выглядят гелевые типсы, которые очень так сильно отросли. Короче, сползли они очень сильно далеко. Будем все это дело переделывать. Но снятия не будет, будет именно коррекция. А это, кстати, та моя клиентка, которая все время, когда я чуть отвернусь, она мне в камеру вот так вот берет и делает вот так сейчас. Вот такие вот сердечки. Ну, вот она у меня тоже такая милашка. Она это делает уже, кстати, много лет. Если посмотреть очень старые мои видеоролики, там, не знаю, год, наверное, 4 назад, там уже есть вот эти сердечки, когда я еще очень-очень корявенько снимала. В общем, у нас с ней был достаточно большой перерыв, по-моему, года полтора она не делала покрытие, пришла потом ко мне, и мы ей нарастили гелевый типс и сделали вот эти ногти. В общем, все проносилось отлично, и мы уже там отрепетировали, и теперь мы готовы творить дизайн. У нас будет две разные руки, и одна мне понравится, а другая нет, а ей понравятся обе. Это, конечно, самое главное, но я поделюсь и тем вариантом, и другим вариантом. Она принесла мне референс, тоже там откуда-то из Pinterest. В общем, там какой-то глаз дракона, что-то там, какое-то крыло дракона, еще что-то. Ну, в общем, какая-то такая будет история. Она, видите, не успокаивается, опять сердечки мне ставит. В общем, берем пушер, отодвигаем кутикулу. Здесь, кстати говоря, кутикула очень опасная. У девушки есть проблема, у нее экзема периодически бывает на руках. Вот сейчас у нее все в спокойном состоянии, но даже в спокойном состоянии такая кожа, она очень опасна для мастера маникюра. Кстати, кто обратил внимание на шрамы, это были бородавки, она удаляла их лазером, и шрамы остались вот теперь с ней навсегда. Да, был такой момент, когда у нее прям пальчики были усыпаны этими бородавками, я очень хорошо этот период помню. В общем, чем опасна такая кожа у клиента, если у него есть экзема на постоянной основе, или вот как у нас периодически появляющаяся, как бы ты аккуратно с ней не работал, как бы ты ни старался быть вот прям осторожным, не дыша и так далее, там очень велика вероятность того, что вы где-нибудь лишнего что-нибудь чикнете. Ну, вы поняли, да, короче. Легко задеть пилкой, очень быстро появляются какие-то ранки. Такая кожа, она вот прям очень-очень-очень на грани. Про такую кожу еще иногда говорят, типа, у вас сосуды близко расположены, поэтому постоянно происходят факапушки. Но вот в данном случае дело тут не в сосудах, и как бы осторожно я не делала, все равно это, к сожалению, происходит. Я стараюсь здесь вообще не делать супер глубокий маникюр и не делать какое-то там нанесение под локти, да, чтобы прям вот никогда в жизни это не отрастал. Нет, наша основная с ней задача сделать маникюр таким образом, чтобы нигде ее, не дай бог, не перетереть, не травмировать. Причем не только зону кутикул, но еще и валики, представляете? То есть, ну, вот такая вот она у меня сложненькая, но от этого не менее любименькая, потому что столько лет вместе, понимаете, оно дорогого стоит. Это уже, просто родные свои какие-то люди. Вот. В общем, здесь я уже прохожусь по кутикуле, мы используем пламя, маникюр здесь немножечко опустим, давайте по дизайну. Возьмем гелюшку, у меня именька, написано розовый, но он практически прозрачный, чуть-чуть пыльно-розоватый. И я все еще гоняю эти блестки. Они мне понравились. Мне вообще понравилась идея вот замеса с этими блестками, получается красивый такой вариант замеса, но мы здесь решили прям погуще, поплотнее наполнить. И вот тут на макро прям показываю, видите, там есть какие-то хлопушки, какие-то кусочки просто блесток, немножко светоотражаек. И на выходе всегда получается такой эффект камуфлирующего оттенка. Мы подготовили все ногти, и теперь берем праймер. Кто видит сейчас белую полосочку на кончике типса, это не френч. Это когда обезжириваешь типсы, они вот так могут белеть, но достаточно просто пройтись топом, и все будет ок. Я здесь наношу базу каучуковую, она у меня является подложкой. Для того, чтобы все прошло ровно и гладко, я наношу базу подложку и отправляю ее в лампу, внимание, на 60 секунд, потому что подложка всегда сохнет 60 секунд, потому что за 60 секунд она точно, совершенно точно должна будет у вас просохнуть. Сейчас вы наблюдаете, как я наношу наш замес.
Ну, это на самом деле такая немножко глупая ситуация, потому что, как всегда, план был один, а на выходе это вообще будет цветное покрытие, и никакого замеса видно не будет. Но мы знаем, что изнутри оно было красиво. Так случается. То есть собираешься что-то делать, такая хоп, и передумала. Ну, потому что девочки, они такие девочки. Ну, знаете, внутри там были блестки. В общем, распределяю все это в стандартной технике, чтобы было ровненько, чтобы было аккуратненько. А если что-то не будет, я потом просто пильну. Это вообще никакая не проблема. Попыталась составить момент, где я переворачиваю. В итоге, по-моему, смысла никакого нет. Ну, вы знаете, я переворачиваю периодически ногти, но, к сожалению, снять это на камеру вообще непонятно как, если только еще одну ставить, но тогда процесс моих съемок, он еще будет усложнен. Не забываем, что у нас это гель. Кстати, именька жмется вообще отлично где-то на 5, 6, 7 секунду плюс-минус. Поэтому поджимаю, чтобы были поуже. Хотим, чтобы были ногти такие достаточно и изящные. Для этого я использую специальные тонкогубцы. По-моему, они ювелирные называются. В общем, я вообще их всегда плоскогубцами на самом деле называла. А можно еще, знаете, что использовать? Можно еще использовать обратный пинцет. Ну, такой пинцет, который так ты его отпускаешь, он тебя зажимает. Тоже вариант. Кому чем удобнее, правильного, неправильного не существует. Главное, чтобы был хороший результат на выходе. И да, мы жмем гелевые типсы на коррекции с гелем. И так делать можно. И они будут держать наш зажим. То есть вот как мы зажали, так они будут держать. Потому что дело не в типсе, а дело в самом геле. Просто нужно подобрать гель, в котором вы уверены. Почему я здесь взяла именьку? Именька — это тоже один, наверное, из таких моих очень любимых гелей. Но чтобы вы понимали, я себе его заказала килограмм. Ну, мне по блату, да, мне можно, я там знаю просто главных, и мне заказали, теперь у меня есть килограмм, поэтому я буду вам делать замесы. Я очень хочу позамешивать гелем, мне прям какая-то тоска по замесам, хочется немножко творить. И вот касаемо именно не имень вот геля, там все путают имень, именька. Вот есть серия именька, они подешевле, чем имень. Но при всем при этом у них есть какое-то удивительное тексотропное свойство, то есть он вроде и жидкий, и густой, и не течет, и легко распределяется, как будто он жидкий. Короче, удивительный гель, на мой взгляд, но больше всего я обожаю его за то, что он очень быстрый. То есть те, кто любит работать быстро, это вам прям вот сюда. Он офигеть как классно жмется. Это прям моя, наверное, любовная любовь. Эти гели у нас также есть в работе салона на постоянной ежедневной основе. Они прям очень такие удобненькие. И главное, что ты вот зажала, и он стоит. Я уже неоднократно именно на гелевых типсах пробовала. В общем, здесь мы все сделали, обезжирили, опилили. Опиливаю, как видите, нижних 2/3, наверное, примерно. И тут мы выбрали цвета. Я показываю их на всякий случай. Они вот такие вот глубокие. Это, кстати, не кошка. Это просто цвет такой. Он такой, как его назвать, глубокий, сине-зеленый, сложный цвет. Очень-очень сложный, но там еще внутри какие-то блесточки. В общем, он мне показался очень волшебным. Я прям такая думаю, блин, классный цвет, круто, что мы его выбрали, будем красить. И, как я говорила, никакого подлоктевого нанесения, да, просто встык к кутикуле, потому что если я сейчас ее буду мучить, тормошить, пытаться куда-то напихать этот материал, на выходе я получу красную кутикулу, воспаленную и, возможно, даже ранки. Поэтому выбираем меньшее изо. Тут, кстати, была попытка посередине сделать какой-то градиент, ну, точнее, такую растяжку, знаете, рисуешь полоску и потом растягиваешь ее кисточкой для градиента, вот она полоса, из другого цвета. То есть у меня было два очень таких близких оттенка, и я ее решила вот так вот подрастянуть, но в итоге получилось, что, ну, как бы красиво, если вблизи рассматриваешь, издалека это просто, ну, какой-то один как будто бы цвет. Ну и, как я вам рассказывала, да, у нас тут будет какой-то то ли хвост, то ли что-то еще. В общем, рисовали вот этот вот зигзаг. Некоторые ногти выкрашены в другой цвет блестящий. И здесь у нас должен быть глаз. Представьте, мне глаз принесла. Ну что, рисовали глаз. Я не очень хорошо рисую, я вообще этого никогда не скрывала. Ну, как бы не всем дано. У меня художественная школа за плечами нет, рисую по наитию, рисую как могу, но считаю, что в принципе глаз, там, ну, какие-то там элементарные детали я нарисовать в состоянии. Там на соседнем пальце, если что, это типа кусок хвоста, а на другом пальце, если что, это типа крыло. Ну, я вам на всякий случай объяснила, вдруг непонятно, потому что мне кажется, что непонятно, но ей очень понравилось, это самое главное. Здесь мы намагнитили уже как раз-таки кошачьим глазом сам глаз, создали ему
вот этот черный такой зрачок. И дальше я решила, что надо немного таким подразбавленным белым сделать ему кантик, ну, в качестве века, потому что на темном все это очень-очень сильно терялось, и казалось, как будто бы он какой-то вообще такой необъемный и потерянный. В общем, тут я дублировала, мы даже в какой-то момент его перекрашивали в темный, в итоге решили так и оставить. Ну, вот такая вот сомнительная история. Ну да ладно, как говорится, на вкус и цвета товарища нет. А сейчас, знаете, что я делаю? Я сейчас наношу топ глянцевый, но заметьте, я наношу его кисточкой от геля. Эта кисточка называется Cover. Если наберете кисть Cover, вы прям сразу ее найдете. Ну и дальше пух, пеночка. А пеночку наношу и с помощью фонарика сразу присушиваю. И дальше получаю вот такой вот необычный, интересный эффект. Я мудрила с этими пузырями долго. Знаете, в чем фишка оказалась, чтобы это все не торчало, как мох лесной? Оказалось, что нужен очень тонкий слой, и он получается только если наносишь кисточкой от геля. Вот и все, вот и все. Оказывается, все так было просто. В общем, там у нас глаз, что-то еще. Давайте мы забудем. Мы сделаем вид, что этого не было. Потому что, ну, блин, мне вот за это прям стыдно, но раз уж я честно рассказываю, как есть, то смотрите и на мои неудачи. Тут мы берем гель, я показываю, насколько он супер густой. Это гель-желе, и его я выкладываю как раз-таки на глазик, для того, чтобы придать ему больше объем. А по краям я сделала там вот эти вот пузырики, пенку, ну, в общем, такая типа имитация, там дракон, у нас же год дракона, в общем, все делали драконов, и нам тоже надо. Добавляю побольше геля, чтобы глазик был прям такой супер-супер объемный. В общем, советы по поводу глаза драконов принимаются в комментарии. Я прям абсолютно серьезно, потому что я какую-то фигню сделала. Но главное, что клиентка осталась довольна. А вот эта рука мне прям понравилась. Ну, во-первых, она оранжевая. Ну, понятно, да? Кстати, оранжевый не мой любимый цвет, но как-то так уж повелось. И на нее я выкладываю объемную гелевую краску без липкого слоя. У меня была под рукой золотая, она прям реально стоит очень-очень объемной, и пока, наверное, у большинства, кто смотрит, вообще не мой вопрос, что за какашулю такую я делаю. А я сейчас покажу, потому что на все вот это вот прекрасное прекрасничество мы сейчас будем наносить золотую втирку. Смотрите. Не смогла молчать. Ну классно, классно же, да? Похоже на золотой такой слиток. Кайф. Есть фактура. Вот это меня привело в дикий восторг. В общем, там под основу просто оранжевый цвет, просто перекрыт матовым топом. И вот на этот матовый топ мы наносим вот такую вот гелевую краску. Посмотрите у себя в закромах, наверняка есть какой-то продукт. Она называется иногда мастика. Она иногда называется гелевая краска для каких-нибудь 3D-узоров, элементов. Главное, чтобы она была именно без липкости. То есть как топ без липкости, только гелевая краска. И вы выкладываете ее вот таким большим-большим объемом, получаете вот такие вот подтеки, наверное, да, будет правильно сказать, из золота, как будто бы расплавленное золото, оно вот проливается. Ну, кайф вообще. Я вот в этот момент я просто ликовала. Я думаю, нафиг этих вот драконов, вот же прям вот классно. Ой, вот этот мне прям так понравился, такой жмяк, мазюк и такой красивый. Да, видите, кутикулы не зашлифованные. Это осознанное мое решение, потому что ничего хорошего не будет, если я буду ее шлифовать. Говорю, у человека экзема, потому что, ну, вот будет очень плохо, поэтому вот так оставляем. Это вот вариант гибкости под клиента, гибкости под ситуацию. В общем, рука номер 1 позорная, но с красивым очень цветом. И рука номер 2, которая мне прям очень-очень понравилась, это оранжевая. Ну, классная, прям вообще мне так нравится это цветовое решение. Просто богически круто. Я молодец. Я вот считаю, что я молодец в этот раз. И вообще вы тоже себя хвалите, кстати, потому что бывает так, надо что-то запилишься и думаешь, фу, какая я унылая, а потом такая, ничего, молодец. Так что берегите себя и хвалите себя.